это лобби. Вот здесь вход, здесь ресепшн. И это самое многолюдное место, потому что здесь есть интернет. И вот в округе здесь все сидят и ловят интернет. А еще здесь есть бар, где вечером наливают, ну и днем наливают коктейли. Ну, такие, Куба-Либра, Кубита. И самый лучший кофе. Это вот сюда. После завтрака все плавно перемещаются сюда. И здесь неприметная дверца Тиенда. Тиенда. Работает она очень мало, где-то до 4. Ну, в принципе, цены, как и везде на Кая Коко. Интернет выдают пароль, вход. Ну и, собственно говоря, по нему и входишь. Вот такая панорама. Почти от лобби. Довольно-таки зеленая территория. Здесь начинаются такие бунгало. Вот там у нас ресепшн, место, где вечером представление. И пошли бунгало. От одного, вот это первый, второй, и так до 10-го, где живем мы. Здесь у них свой вход, выход на море. Выхода сверху, так же, как и у нас, стоят души. Ноги просто помыть нельзя, нужно катиться целиком. И идет вот такой помост на пляж. Большой бассейн. Лежаки, тоже есть души. Народу полно, есть анимация. И вот эти вот корпуса вот так вот продолжаются по кругу. Здесь еще один заход и массаж. Плюс барчик. Большой снэк-бар. Напротив снэк-бара можно поменять полотенце. Но часы работы очень экзотические. Вот, например, с 10 до 2. Не верьте, что там написано до 17. Это не так. Здесь есть еще один бассейн. А, нет, это та часть того бассейна. Посередине бар. Дальше там детская площадка. Ну, а здесь вот так. Ни разу не купались в бассейне. А, это второй бассейн, нижний. Есть верхний, есть нижний. Джакузи-зона. То есть можно полечить свои суставчики. Так, бар. Ну, территория большая, людей тоже много. Вещи развозят вот на таком автобусике. Особенно до нашего корпуса. В другую сторону от ресепшена. Вот здесь у нас буфет. А дальше идут ресторанчики а-ля карт. 3 ресторана. Там азиатская, итальянская и какая-то еще кухня. Здесь продолжаются бассейны с другой стороны. И мы идем к дальним корпусам. У нас 10-й. Здесь 8-й, 9-й и 10-й корпус. Тут уже потише, поспокойнее. Сразу за корпусами начинается лагуна. Все корпуса одинаковые. 3-этажные, лифта нет. Поднимаемся по лесенке. У нас 2-й этаж. Такая коридорная система. И вот уборка идет. Ола. Посередине, в традициях кубинских, такой патио, дворик открытый. Вниз и вверх. И наш номер. Зеркало при входе, открытый шкафчик, в шкафу сейф, тумбочки. Здесь у нас умывальник отдельно в свободном доступе, фен есть, души, гель для душа, мыло дают. Тут у нас туалет, ванна, закрываются дверью, есть веревочка, где посушить. Так, а здесь у нас комнатка с вот такими выкрутасами. Ну, вы оставляете что-нибудь?
горничным. Они вам еще не такое сделают. Был у нас уже и слоник, а теперь павлин-мавлин. Ну, красота прям неземная. Вот. Здесь у нас выход на балкон. Тоже прям навели красоту какую-то. Ну, в принципе, не забывайте, что 100 песо это 50 рублей наши. Так что 100 песо они рады. Для них это много. На балконе столик, стульчики и вид на озеро и пальмы. Здесь около нашего входа на море, на пляж, есть такая будочка. Здесь попкорн и чуррос. И вот там наших два входа. Один с душем, другой без. Теперь о пляже. Пляж у отеля очень большой. Вот там вот мы стоим сейчас на нашем пляже. Вот там с левой стороны все активности. Там бар круглосуточный со снеками, со всякими. То есть можно и попить, и поесть. А вот это все идет. Вон тот мыс, за тем мысом там еще тоже наш пляж. И потом идет уже другой отель. А это вот более спокойная часть. В нашей спокойной части вот здесь есть коктейли. И продолжается вон туда. То есть если тишины и покоя, то направо, если стоите спиной к океану. А если активностей, то налево. В принципе, лежаков хватает всем, хотя тут с утра бегают, занимают, но потом приходишь, и все равно место вполне себе приятное можно выбрать. А вот и море. Море хорошее, цвет хороший, но очень долго нужно идти пешком. По колену иногда не бывает. Вот там светлая полоса, там по щиколотку воды. И при заходе желательно все-таки иметь кораллки, потому что там, ну, такие осколки кораллов встречаются и ракушек. Вот, пляж замечательный, для детей просто идеальный. Здесь, когда смотришь на океан и пройдешь влево до конца нашего пляжа, попадаешь совершенно в дикие какие-то места. Здесь берег песочный, а море все вот в таких камнях. Ну, в принципе, это даже как бы похоже на кораллы. Народ что-то ищет в них. Вот там за этими деревьями должна быть лагуна. А еще здесь можно смотреть закат в море, потому что с пляжа в море солнце не садится. Завтраки, обеды и ужины проходят в одном месте. Здесь буфет. И, в принципе, вот так у нас официанты присутствуют. Привет. Помещения много. Но сейчас народу мало, вообще набивается много. Нужно сесть, занять место, и официант приносит напитки, а дальше шведский стол. В принципе, все есть. Голодными отсюда не уйдешь. Часто бывает мороженое 3 видов. За чем-нибудь вкусненьким сразу выстраивается очередь. Есть кубинская кухня. Мясо. Ну, короче, не буду все показывать. Еды достаточно. Здесь делают экзотические, аутентичные, местные натива. Thank you, sir. Белиссимо. Вот это вот кофе рядом с лобби. И вот здесь есть спортбар. Там народу поменьше обычно.
завтра в 10:00 на пляже. Не пропустите у большого бара. Вот здесь. Здесь вот, где проходят вечерние мероприятия, есть небольшой магазинчик, ну, для такого, что нужно. А это вот у нас анимация репетирует.